Большинство людей думает, чтобы заработать на криптовалюте, нужно сидеть около графиков, индикаторов, анализировать, разбираться, искать точку входа и выхода и вся эта прочая сложная лабуда. Но на самом деле есть более простой способ зарабатывать на крипте. И парадокс в том, что большинство людей именно его почему-то игнорируют. Всем привет, вы на канале Алан Дэвис. Здесь я затрагиваю тему инвестиций и способов заработка. Немного извиняюсь, если картинка изменилась, потому что небольшая перестановка. Но, впрочем, не важно. У нас сегодня интересная тема. Сегодня я расскажу про самую простую стратегию заработка на криптовалюте, которой пользуются многие долгосрочные инвесторы. Да-да-да, это именно инвестиции. Никакой не трейдинг. А также расскажу про свой личный опыт. Поэтому смотри до конца. Стратегия не требует трейдинга, не требует угадывать рынок и вообще не требует никакого времени, что делает ее абсолютно идеальной для новичков. Так как я решил, что буду записывать циклично свои видеоролики, начиная от А до Я решил начать именно с этой стратегии. И что самое интересное, способ, про который я расскажу сейчас, настолько простой, что большинство людей даже в него не верят. Но именно этим способом многие накапливают свой серьезный капитал в криптовалюте. Что же за способ, спросите вы? Интригующий? И барабанная дробь. Купить биткоин. Да, что вы еще ожидали? Какая-то суперсекретная схема, как быстро заработать денег? Но не отходим от темы. Я говорю именно о регулярной покупке биткоина. И что я имею в виду, сейчас расскажу. Почему именно биткоин, спросите вы? Биткоин – это самая первая и известная криптовалюта. Я думаю, вы о ней знаете. Он был создан в 2009 году человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото. Тоже всеми известный факт. И что самое главное, данная информация нам дает мотивацию и факторы для покупки биткоина. Первый фактор – это роль биткоина на рынке. Биткоин является самой крупной и самой первой криптовалютой в мире. Он появился раньше всех и фактически стал фундаментом для всех остальных сетей и всех остальных токенов, коинов и прочего, что есть на крипторынке. Именно поэтому движение биткоина задает движение всему рынку. Когда растет биткоин, чаще всего начинают расти и другие монеты. Когда биткоин падает, они падают вслед за ним. По сути, биткоин является главным индикатором рынка. Это очень важно. А второй фактор – это ограниченное количество монет. Всего в мире может существовать не более определенного количества биткоинов, потому что он выпущен в ограниченном количестве. Это жестко прописано в коде, и вряд ли кто-то сможет это изменить. Кроме того, у биткоина есть так называемый механизм халвинг. Об этом вы можете почитать в интернете. Примерно раз в 4 года биткоина становится в 2 раза меньше. И за счет этого награда майнерам уменьшается тоже в 2 раза. Это означает, что новые биткоины появляются все медленнее и медленнее. Улавливаете, о чем я говорю? Таким образом, используя простейшую экономику, мы понимаем, что предложение биткоина истощается, а интерес людей растет. А теперь давайте перейдем к МПК, и я наглядно объясню, о чем я говорю. Итак, для начала мы зайдем на сайт TradingView. Это сайт, где мы можем посмотреть график нашего биткоина прямо сейчас, на данный момент. Сейчас биткоин стоит примерно 73 тысячи. Ну, кстати, вырос за сегодня. И тут мы видим график за все время нашего битка. Если посмотреть на историю биткоина, то можно заметить очень важную вещь. Рынок может сильно падать. Как мы видим, падение было после 2021 года. Как раз таки халвинг у нас был в третьей половине 2020 года, насколько я помню. И биткоин вырос в 2021 году. После этого он сильно упал. Но если посмотреть на долгосрочный график, то мы видим, что биткоин постоянно растет. Вот наши халвинги, то есть в 2016 году он стоил около $4000, и после этого, несмотря даже на большие падения, он все равно пошел вверх и на данный момент оценивается в $73 тысячи. Что очень важен для нас момент. Биткоин постоянно обновляет свои максимумы, как это было в прошлом году, где он доходил до 130 тысяч буквально. И это происходит как раз таки из-за тех факторов, про которые мы говорили ранее. Ну, например, первый максимум был в 2013 году, потом в 2017 году, 2021 и на данный момент 2025. Кстати, большинство из этих ростов было как раз таки через год после халвинга, что говорит о том, что все-таки биткоин систематичен, несмотря на то, что он постоянно падает. Цикл продолжается, происходят кризисы, происходят риски, но биткоин растет. Технологии развиваются и интерес растет. Вот что я хочу сказать вам.
Рынок продолжает двигаться вперед. Это важный момент для нас. Наша главная задача в данной ситуации, в данной стратегии, это просто покупать биткоин регулярно. Это можно делать на маленькую сумму. Например, каждый день на $10 или каждый месяц на 100. Неважно по какой цене. Если вы это делаете регулярно, то в долгосроке вы будете в прибыли. Особенно, когда покупаете биткоин дешевле. Например, как сейчас, в 2026 году, уже по 73 тысячи, учитывая, что он был 130. Да, стратегия не быстрая, но вы не сольетесь, как на фьючерсах, первые минуты своего депозита. Фьючерсы вообще не люблю, не надо. Для новичков это плохо. Зато это просто. Компенсируется тем, что вам не нужно тратить время на анализ каких-то графиков, постоянно смотреть что-то, анализировать, искать какие-то точки входа. Вы просто покупаете и ждете. Кстати, вот по поводу точек входа, это главная ошибка большинства новичков. Они пытаются именно угадать идеальную точку входа. Пытаются как-то выбрать по каким-то индикаторам идеальную точку входа, в которую они могли бы войти. Но главная мысль в том, что идеальная точка входа — это которая на данный момент, в настоящем времени. Да, это именно так. Потому что сейчас биткоин и так стоит дешево. По крайней мере, это мое личное мнение. Смотря на данный график, я понимаю, что это уже выгодно. Да, конечно, хотелось бы купить на дне, но вы никогда не сможете угадать рынок. У нас есть только фундаментальный анализ и более ничего. Никакого технического тут нет. Потому что в любой момент может произойти все, что угодно. Очередное событие в мире, очередные действия, если вы понимаете, о чем я, и биткоин может пойти вниз. Поэтому многие инвесторы используют стратегию усреднения. И это второй главный момент нашей стратегии. Усреднение — это когда вы покупаете один и тот же актив регулярно, независимо от того, какая цена на данный момент. Что происходит в данном случае? Вы покупаете биткоин раз за разом. Бывает, что вы покупаете его дешевле, бывает, что вы покупаете дороже. Таким образом, если вы купите дешевле, ваша цена, с которой вы будете получать прибыль, она уже будет меньше той, по которой вы раньше покупали биткоин, если вы понимаете, о чем я. Цена получается более выгодной, и вам не нужно угадывать рынок. Приведу пример. Например, предположим, что вы очень богатый миллионер и купили один биткоин по 100 тысяч долларов. То бишь, ваша средняя цена в данный момент — это 100 тысяч долларов. А потом биткоин упал до 50, и вы решили купить столько же по 50 тысяч. Один биткоин мы купили по 100 тысяч, а второй купили по 50 тысяч. У нас всего два биткоина, однако куплены они по разным ценам. Следовательно, мы просто складываем наши цены, по которым покупали, на то количество, которое мы купили. И получается, что прибыль вы будете получать не со 100 тысяч, а уже 75, потому что вы покупали дешевле, когда был момент закупки. И так можно делать постоянно, с любой суммой. Вы можете каждый раз покупать на определенную сумму ваши битки. Если, например, они упали, можете их докупать подешевле. Неплохо, правда ли? Вот такая вот стратегия. Итак, подытожим все мысли. Стратегия не требует никакого сложного анализа, постоянного просмотра рынка, трейдинга, потери нервов из-за движения рынка. Вы просто покупаете регулярно биткоин, как настоящий инвестор. Например, раз в неделю или раз в месяц, тем самым усредняя вашу цену. Вы просто ждете. Все гениально просто. Сами подумайте. Со временем рынок начинает работать на вас. Главное, не продавайте биткоин без прибыли. А то зачем вы его покупаете? Это нелогично. Даже если он упадет на 50, на 60, на 70%, факторы, мы их знаем. Ваша задача скупать и ждать по стратегии. Паника как раз таки выносит самых слабых, из-за чего графики и краснеют. То есть все падения — это буквально люди, которые на панике продают монеты. Вам не нужно так делать. Не нужно следовать за общим потоком. После падения богатые киты скупают монеты по дешевке. Чем можете воспользоваться и вы, между прочим. Кстати, про то, как покупать биткоин, я уже рассказывал в этих двух видеороликах. Здесь я описал все возможные способы покупки биткоина. Обязательно посмотри. А также посмотри видео про топ кошельков, чтобы знать, где хранить свои денежки. Think about it. Real talk. Ладно, это уже устарело. Это не быстрые иксы и не история, что вложил 1000, а забрал миллион завтра. Вам стоит помнить об этом. Это инвестирование. Стратегия долгосрочного накопления. Самая прямая цель этого канала. Мы знаем, почему биткоин должен расти. Это важно. Мы знаем фундамент монеты и почему она растет. Любые инвестиции, естественно, конечно, связаны с рисками, но если смотреть на долгий горизонт, то они могут давать хорошие результаты. Теперь поговорим про мой опыт в этом деле и про криптовалюту в целом. Самое первое пополнение биткоина у меня было в 2021 году. Примерно 11 ноября. Вот скрин пополнения с этой даты. Тогда биткоин стоил около 64 тысяч долларов. Это был резкий рост после халвинга 2020 года, о чем мы уже говорили. Но я его не скупал, а играл на фьючерсах. Ошибка новичка произошла. О чем я
пожалел и понял, что не нужно гнаться за быстрыми деньгами. Это было плохой затеей. Я много потерял, но хоть и особо без убытков, но я начал холдить уже в 2023 году, в марте. Вот скриншот с этой даты. Тогда биткоин стоил копейки, и это побудило меня начинать покупать его по дешевке. И, конечно же, это было все после печального опыта на фьючерсах. Запомните, фьючерсы это плохо, особенно для новичков. Там можно зарабатывать, но нужно знать как. Об этом, я думаю, расскажу в своих более поздних видеороликах, хотя это уже побочная тема, скорее про трейдинг, а не про инвестирование. Однако ошибкой в данном случае было именно то, что я купил биткоин один раз и не покупал его регулярно. В 2024 году я покупал криптовалюту чаще, но все же не делал это систематически. И плюс чего греха таить, некоторые биткоины уходили на форс-мажорные ситуации, из-за чего мой капитал не рос. Потом я уже начал покупать биткоин более систематически, и в 2025 году подключился еще и мой майнер, о котором я рассказывал в своем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Из-за маленьких сумм в начале, несистематических пополнений, некоторых форс-мажорных ситуаций, печального опыта с фьючерсами, я все-таки смог опомниться и в 2025 году сделал свою среднюю цену биткоина на данный момент 55 тысяч. Это средняя цена покупки. Продавать, думаю, плавомерно. Думаю, что когда биткоин достигнет 150 тысяч, немного с процентами буду сбавлять свой оборот. Продавать по 10, по 20%, если вы понимаете, о чем я. Думаю, это лучшее решение, чтобы еще захватить более высшие позиции. Время покажет, естественно. Однако я хочу этим примером сказать вам одну вещь, что если сейчас вы регулярно скупаете биткоин, то в будущем такие большие падения, как со 130 тысяч до 60, на данный момент вас могут попросту не коснуться, потому что вы покупали биткоин дешевле раньше. Это же гениально. От себя лично рекомендую покупать также эфириум. Эта монета не связана со стратегией, она не является главной в криптовалютном рынке, но все-таки она довольно часто ходит под биткоином, и можете на свободной денежке прикупить еще и ее. Не увлекайтесь. Если хотите более безопасный способ, то покупайте только биткоин. Это я так, если он захочется. Кстати, вот средняя цена на эфириум. Я его тоже покупал довольно рано, еще по 2000. Поэтому, как только вы начинаете разбираться в криптовалюте, иногда лучше ничего не усложнять. Просто постепенно покупать актив, накапливать позиции, смотреть на рынок в долгую и понимать, что покупаете. Иногда самые простые стратегии являются самыми эффективными. Если видео было полезным, то ставь лайк и оставляй комментарий. Напиши в комментариях обязательно, покупаешь ли ты биткоин, усредняешь позиции или, может быть, используешь какую-то другую стратегию, которую я не знаю. Обязательно пиши, будет очень интересно почитать. И подписывайся на канал. Здесь я регулярно выкладываю видеоролики, связанные с инвестированием, полезные инструкции, а также различные способы заработка. Планирую, по крайней мере. Ну, один уже был, можешь посмотреть, тоже на канале есть. Покупай биток, и все будет ок. До скорого.